Друзья, всем привет! Около года назад я уже снимал на канале видеоролик про аккумуляторный пылесос Samsung 70 серии, Samsung Jet 70. Размещен у нас пылесос все там же, в коридоре. Очень хорошо он тут вписывается, ничего сложного в том, чтобы приделать крепление на стену, нету. Необходимая зарядка, во время которой он будет заряжаться, розетка. Ну и, на мой взгляд, размещение пылесоса в коридоре оправдано, потому что осенью, весной, когда еще не слякоть, но уже не чистые асфальты, вы приносите на обуви довольно-таки много песка и грязи. Да, и летом, в принципе, с пляжей тоже. И очень легко, когда он находится в коридоре, потратить ровно 3 секунды времени для того, чтобы его включить. И пропылесосить буквально за 5 секунд то, что вы нанесли на обуви. Делал бы я это, если бы он где-то стоял в шкафу или в комнате? Наверное, нет. А так, зашли, пропылесосили, ушли. Крепление, то, которое у нас и было, то есть вот оно. И две насадки для пылесоса. Но я думаю, что вы согласитесь со мной, многие более доверяют тем видеороликам, которые несут не какой-то обзорный характер, да, вот он аккумуляторный, вот так классно, а более заинтересованные видео, в которых пользователь, покупатель уже по прошествии некоторого времени говорит о его всех плюсах и недостатках. Лично для меня отзыв формата, видеоролик формата «Вот я неделю назад купил себе пылесос, и он меня полностью всем устраивает», для меня это ничего. И прошлый видеоролик, который вы, кстати, можете вот тут вот посмотреть, или в ссылке под видосом, он был довольно-таки громоздкий, объемный, там, не помню, полчаса он шел, я прошелся после месяца использования о минусах и плюсах. Сегодня год использования, некоторые плюсы подтверждаются, некоторые минусы подтверждаются, о всем по чуть-чуть, но забегая наперед скажу, что никакие, как говорят некоторые в комментариях, вот, хвалебные оды поешь. Нет, я не сотрудник Samsung, мне они не платят, я просто точно такой же обычный человек, пользователь, который вообще не любит убирать пылесосом в квартире до покупки аккумуляторного пылесоса. Итак, давайте все по порядку. Давайте, наверное, начнем с плюсов. Самый главный плюс, который, я думаю, многие жители Киева, Харькова, Одессы и в целом Украины ощутили на себя, где-то с октября месяца 2022 года, когда началось отключение электричества. Убирать квартиру пылесосом, который вставляется в 220, довольно-таки проблематично, когда электричества нету. Убирать квартиру аккумуляторным пылесосом, даже если у вас нет электричества, абсолютно проблем нету. Включили, пропылесосили, поставили на зарядку, электричество подключилось, он зарядился. Второй момент – это быстрота использования. Быстрота использования в том плане, что, вспоминая прошлый пылесос, мне было так лень. Вот почему вам лень пылесосить? Я думаю, что самый первый фактор – это сборка, собственно, пылесоса. Пока вы соедините все эти шланги, пока вы вытащите этот шнур, пока вы найдете пустую розетку. В общем, это сложно и это долго. Удобство этого аккумуляторного пылесоса, любого аккумуляторного пылесоса, я не говорю конкретно про эту модель, это то, что он, во-первых, хранится в сложном виде, да, в вертикальном сложном виде, а во-вторых, в том, что его не нужно складывать, его не нужно разбирать, и его не нужно искать для него розетки, удлинители или еще что-то. Следующий плюс – это турбощетка. О турбощетке я говорил в прошлом видеоролике, хотите, посмотрите в YouTube. Суть какая? В том, что на турбощетку подается от аккумулятора тоже напряжение, вот, не знаю, как вам показать, через вот эти вот контакты. И вместе с работой всасывания еще работает вот эта вот турбощетка. То есть она таким образом как бы выбивает
и закручивает в себя, ну, в отверстие для всасывания, дополнительная пыль. То есть даже если вы будете просто держать на месте пылесос, то ваша турбощетка будет работать. Турбощетка это, ну, на мой взгляд, это находка. До этого пылесоса у меня турбощетки не было, и поэтому, если вы выбираете пылесос без или с турбощеткой, я думаю, что вы понимаете, что я бы порекомендовал. Отмечу, что за год использования турбощетку я ни разу не чистил, в отличие от прошлого пылесоса, где постоянно что-то наматывалось на эту турбощетку, то нитки, то какие-то волосы, то еще что-то. Не знаю, с чем это связано, с какой-то конструкцией или с... без понятия. Сказать о том, что я вытаскивал эту турбощетку, она вытаскивается, кстати, очень тоже легко, нажатием на кнопочку, вытащили, и нужно, если почистили. Нет, ни разу не вытаскивал, ни разу ничего не чистил. Следующий момент, о котором говорили многие в прошлом видеоролике, в комментариях, там при выборе, когда я выбирал пылесос, тоже обращал на это внимание, говорили о том, что пластик выгорает, белый пластик выгорает. Повторюсь, как говорил в прошлом видеоролике, если у вас пылесос стоит на балконе, там на солнце, у вас выгорит даже там, не знаю, там фасад вашей кухни. Лично у нас он стоит в коридоре, солнечных лучей туда поступает минимально, и пластик за год абсолютно никак не изменился. Еще один фактор, о котором многие тоже в отзывах говорили, это неудачный пылесборник. В каком плане он неудачный? Многие обращали внимание вот на вот этот вот перешеек. То есть, видите, вот где крепится вот эта вот кнопочка, если я поверну против часовой стрелки, то вот тут вот высвечивается вот такой вот зазор. И некоторые, я не знаю, сильно фанатичные, наверное, люди говорят о том, что у них вот этот вот островок, полуостров, да, трескает из-за того, что неудачная конструкция. Друзья, возвращаясь к фразе «сила есть, ума не надо», за год он абсолютно никак не изменился. Не нужно прикладывать усилия. Если у вас что-то не крутится или что-то не снимается, не нужно это делать через силу. Двумя пальчиками вы берете, вытрусили, надеваете этот бокс и по часовой стрелке до небольшого щелчка такого закручиваете. Все. Снимать точно так же, ничего не нужно нигде нажимать, против часовой стрелки крутите и снимаете. Как и у кого оно может треснуть, я, честно говоря, даже не догадываюсь. Следующий плюс, который меня, лично говоря, радует, это удобство индикации. Удобство индикации и кнопки управления. То есть, во-первых, тут все лаконично, включение, уменьшение мощности, увеличение мощности. Когда вы включаете, у вас пылесос становится на среднюю мощность, и вы можете регулировать больше-меньше, потом выключаете. Все элементарно, все просто, удобно для большого вашего пальца, когда вы держите пылесос. И вот таким образом вы контролируете. Нужно вам где-то под диваном усилить мощность, увеличили, уменьшили, без проблем. Кстати, на этом же индикаторе у вас индикация, там, допустим, забившейся щетки. Если какой-то высокий ворс ваша турбощетка не смогла сожрать, там, зацепилась за что-то, там, намоталась на нее что-то, там, пакет какой-то, да, или занавеска, то у вас индикация турбощетка отключится, остановится, и индикация будет на панели. Следующий момент, тоже о котором я говорил в прошлом видеоролике, за год использования я абсолютно никак не обращал внимания на какие-то люфты. То есть многие говорят о том, что есть некий люфт, да, вот если присмотреться, вот я беру и качаю, и вот буквально на миллиметр есть небольшой люфт, видите? Но, честно, если об этом знать, да, вы можете на это обращать внимание, но когда вы готовый пылесос собранный уже берете в руку, и он как цельное, и начинаете им пылесосить, внимание на это, ну, абсолютно, я абсолютно никак не обратил. Более того, это пластик, это не бетонные или не чугунные трубы сантехнические. И еще один плюс, который в течение года меня радовал, это удобная рукоятка. Многие пылесосы, когда, допустим, я выбирал там на стендах, смотрел, они как-то, ну, не сильно комфортно лежали в руке.
Про те пылесосы, которые на шнурах, я уже и сам молчу. Одной рукой вы его не удержите. Обычно там 2 руками драят эти полы. Тут рукоять, все под большой палец, все четко, все держите. Кисть у меня не устает, то есть весит он, я не знаю сколько, посмотрите в характеристиках, но сказать, что за, допустим, те 15 минут, на которые хватает аккумулятора, как-то начинает болеть кисть, нет, такого нету, потому что нагрузка-то идет вся на щетку, то есть вы же его не держите в руках, вы его поддерживаете, а щетка уже катается по полу. Все нюансы, все плюсы подтвердились, то есть те, о которых я говорил в прошлом видеоролике, который был год назад, ссылочка будет под видео. Несколько минусов, на которые я обратил внимание, которые, возможно, забыл упомянуть в прошлый раз или просто как-то мимо них прошел. Значит, первый минус — это ему нельзя падать. Многие пылесосы, которые на шнуре, у них трубка металлическая, вы ее можете хоть об колено гнуть, ничего с ней не случится. Основной блок у шнурового пылесоса — это тот агрегат, который у вас стоит на полу. У этого пылесоса, если вдруг вы где-то что-то там выпустили из рук, там, или зацепились, или там что-то подскользнулись, не знаю, то вот эта штука, если у вас упадет сама на пол с высоты 1,5 метра, есть подозрение, что с ней может что-то случиться. Может треснуть бокс, может аккумуляторный отсек, как-то что-то с ним случится, может микросхема тут, еще что-то с ней случится. То есть нужно осторожно, да, в принципе, как и с любой другой вещью обращаться. Следующий минус, опять же, это вроде как и плюс, но в то же время и минус. Если у вас нету света долго, то он бесполезен. Это просто непонятный агрегат, которым даже воспользоваться нельзя, который не зарядишь. Но в то же время, если у вас пылесос со шнуром, то если у вас нету света, вы тоже им никак не воспользуетесь. Еще один минус, который один из людей в комментариях посоветовал, сказал: вот, даже если тебе не хватает аккумулятора там на 5, 10, 15 минут уборки, купи новый. Купи 2, 3, 5, 10 аккумулятор. Цена аккумулятора, да, вот этого вот аккумулятора, вот так он выглядит, оригинальный аккумулятор самсунговский. Хватает его при среднем режиме, минут, наверное, на 10, при минимальном режиме минут на 15 и при максимальном минут на 5. Плюс-минус, там, кто в 7 минут говорит, кто 15, кто 20, я как бы не сильно засекал. Так вот, цена такого аккумулятора на рынке Украины примерно 40% стоимости всего пылесоса. Скажем так, от 30 до 60%, вот где-то в этом промежутке в разных интернет-магазинах. На Алиэкспрессе я видел такие аккумуляторы, они там дешевле, но тоже они довольно дорогие, там 30%, допустим, стоимости вот всего пылесоса. Если у вас есть какая-то крайняя необходимость, пожалуйста, можете докупить без проблем. Как многие докупают для шуруповертов дополнительные аккумуляторы, проблемы нет, докупили и пользуйтесь. Стоит ли переплачивать 50% стоимости от пылесоса или выждать там те же 15, 20, 30 минут, пока пылесос зарядится, и дальше продолжить уборку, выбирайте вам. Следующий минус, который немного смешной, немного удивительный, это воздух, который выходит, очищенный воздух, который выходит после всасывания. То есть он выходит вот на боковых панелях. Вот тут вот, с этой стороны и вот с этой стороны. Соответственно, если этот пылесос у меня где-то снизу, да, вот я пылесосю, то я даже на него не обращаю внимания. Но если я, к примеру, залажу куда-то под диван там, или под кровать и рядом с собой, соответственно, вожу этим пылесосом, то весь этот воздух мне в лицо довольно-таки мощной струей дует. Плюс, если у вас что-то там на столе лежат, какие-то бумаги, тетради, какие-то заметки, бланки, то попытаясь пропылесосить там где-то по дивану или сверху, у вас это все может разлететься в стороны. Это, повторюсь, смешной минус, но стоит тоже учитывать. В общем, вот такие вот мысли спустя год использования. И если это все подвести в какой-то цельный один небольшой абзац, после года использования аккумуляторного пылесоса, не обязательно он может быть Samsung, их миллионы сейчас, плюс-минус там цена какой-то дороже, какой-то дешевле. Мои мысли по поводу аккумуляторного пылесоса. Это удобно, это быстро. Почему? Потому что
Как бы вы не любили складывать, раскладывать пылесос, сейчас у вас эта необходимость исчезает. Пользуюсь лично я этим пылесосом минимум один раз в день. Почему? Потому что ребенок пока где-то что-то там рассыпал, рассыпал. Вы быстро за 2 секунды это убрали, поставили обратно. Не нужно искать никакие швабры, никакие веники. Осень, зима, весна, да и лето тоже, когда песок вы наносите на обувки, вы зашли в входную дверь, разулись, у вас этот песок, у вас какие-то камешки, какую-то грязь, взяли, 3 секунды пропылесосили, поставили обратно, не нужно разносить это по квартире. Это максимально, наверное, колоссальный плюс. Турбощетка, которая выбивает с любого ковра все излишки, все забитые туда какие-то ворсинки, какой-то пух тополиный летом, тоже это все работает на ура. Насадки для этого пылесоса лично в нашем комплекте, то есть насколько я помню, когда я покупал пылесос, были 2 вариации комплектования, и цена была довольно-таки внушительная, отличалась меньшего комплекта от большего. В меньшем комплекте шли турбощетка, сам блок, удлинительная трубка, да, вот удлинительная трубка вот эта вот, и 2 насадки, которые выглядят, вот, одна насадка, вот вторая насадка. Все. В большем комплекте там было намного больше насадок. Спустя год использования могу сказать, что процентов, наверное, в 70 я обхожусь турбощеткой, даже те же диваны можно ей пылесосить. Процентах, наверное, 70, процентах 25 к этому. Вот этой насадкой. Выдвижные блоки на кухне, там, где у вас хлеб хранится, там, или где тарелки, какие-то плинтуса пропылесосить. Вот, эта штука, которая, собственно, еще и выдвигается. И лишь процентов 5, наверное, вот этой насадкой за год мы где-то что-то пользовались, я даже не знаю, какие-то картины, там еще что-то можно чуть-чуть пропылесосить. То есть 2 насадки, турбощетка и вот это более чем с головой лично мне. Друзья, повторюсь, что полный видеоролик, полный обзор пылесоса спустя месяц использования, ссылочка под видео. И этот видеоролик, который вы смотрите сейчас, это спустя уже год использования. Если он вам помог в выборе, если вы что-то для себя подчеркнули новое, не забывайте поставить палец вверх и написать какой-то фидбэк. Помогло вам, не помогло, возможно, у вас есть какие-то вопросы по аккумуляторному пылесосу в целом или по конкретно этой модели. Буду рад ответить, пишите в комментариях. Всем пока.